Всем привет! Новый сезон фигурного катания на Первом канале уже начинается. Первый этап Гран-при России среди юниоров. Посмотрим, чем они нас удивят. Мне уже с разминки эта девочка нравится, у нее платье как у куколки. Необычное музыкальное сопровождение для фигурного катания. Такая позитивная девочка. О, вот это я никогда не пойму, как они делают. Просто. Никто не готов сдавать позиции. Все катаются чисто. Поздравляю тебя с третьим местом. Ты прям поднялась, да, с короткой программы. Расскажи вообще, как довольна прокатом? Конечно, очень прокатом довольна. Получилось все, что было задумано. Честно, я за местом сюда не ехала. Но очень рада, что встала на пьедестал на таком крупном соревновании. Ты очень сосредоточена была во время проката. Волнуешься перед стартом? Конечно, волнение всегда присутствует. Без него никак. Никто, наверное, не сможет. Лично мне оно придает больше силы, адреналина. Из-за этого у меня получается все намного лучше. Стараюсь очень сильно вжиться в образ в короткой программе. Мне кажется, мне это очень хорошо получается. В произвольной. Прыжки важней. Да. По-честному. Про программу тоже. Не забываешь. Да. Многие делали четверные прыжки. Ты пробуешь, изучаешь что-то, планируешь вставлять в программу? На тренировках иногда пробую тройной аксель. Правда, получается так себе. Но надеюсь, к следующему сезону у меня все получится. Ставлю в программу. Диана Митко, Москва. Вообще девочки все очень выросли, и я их всех помню с маленького возраста. С ними когда каталась, такие все уже взрослые. А вот и первая Ультра Си. Да, она очень выросла. Я чуть даже не думала, что такая высокая будет. Но от этого прыжки не пострадали. Очень хорошо, высоко, легко делает. Да, с ошибками сложнее, особенно когда вначале ошибаешься, потом все собрать, это реально нужно много тренироваться и на тренировках накатывать. Ну и когда падения случаются, то сбивается дыхание, и из-за этого физически просто тяжело. Ну, молодец, я считаю, что все дальше чисто докатала. Первый Сальхов был хороший, второй не получился, но думаю, на втором этапе у него все получится обязательно. Почему между двумя Сальховыми есть еще прыжок? Мне кажется, удобнее прыгать два Сальхова, подряд, два четверных прыжка. Согласна. В том сезоне я прыгала их подряд. В этом сезоне не знаю, так получилось мы, потому что в начале сезона накатывали с тройным акселем там, где у меня стоит дупель. Тройной аксель я не стала прыгать, и, не знаю, дупель просто остался, и получается, что у меня между двумя четверными дупель, не знаю, я уже привыкла. Ты вот с момента, как я с тобой каталась, очень выросла. Скажи, пожалуйста, тебе это мешает, в прыжках, катание? Да, мы очень много растем за лето, вырастаем. Как-то приходится привыкать после каникул к росту. Так это, наверное, не сильно мешает, просто приходится немножко привыкнуть, а так нормально. Алиса? У меня просто был вопрос. Скажи, пожалуйста, ты смотрела, как она катается? Конечно. Конечно. А вот если бы не смотрела, ты чувствуешь? И мне всегда было интересно. Я должна смотреть. Раньше я не смотрела, и я очень волновалась, но теперь мы друг другом договорились, что будем смотреть каждый старт. Переживаешь за нее больше, чем за себя? Много. Да? То есть, когда сама катаешься, спокойнее себя чувствуешь? Это специально, что тренер? Да. Да. Может, не то, что различали, не знаю, мы просто такие цвета больше носим. У нее розовый, у меня зеленый. И с резиночками также. Очень круто. Я, честно говоря, очень хочу детей-близняшек. Очень сильно из круга полетел, но вытащила.
высоты хватило. Как будто Сальхов у нее четверной тоже есть. Сейчас с таким запасом тройной был. Ты вылетела в тулуп вот так, под таким наклоном. Мне было очень страшно. Скажи, как ты ощущала? Я достаточно запереживала, но сохраняла при этом спокойствие, и все получилось. Когда ты проезжала мимо, во-первых, я тебе хочу сказать, что у тебя очень сильная энергетика, потому что у меня даже мурашки пошли. Во-вторых, по взгляду мне показалось, что ты очень похожа, как лев. То ли вы сосредоточены так, то ли это из-за того, что вы в одной группе, не знаю, общаетесь с ним? Да, Хорошо. общаемся, потому что одногруппники, и немножко даже дружим. Немножко дружите? Я отметила еще, что у тебя очень высокий тройной Сальхов. Ты прыгаешь четверной? Да, четверной я прыгаю, но пока в программу не вставляли. Делаете упор на стабильность, да? Да. Когда планируешь вставлять? Пока не знаю, но к первенству может быть. Сколько вообще хотела бы четверных в программе? Может быть, 3. Мне тут рассказали, что тебе шьет платье мама Льва Лазарева. Это получилось совершенно случайно, нам ее посоветовали, и нам очень понравилось как платье на произвольную, и мы сшили еще и на короткую у нее тоже. Это было 2 потрясающих платья, которые мне очень нравятся, и мне они очень подходят, и они очень удобные мне. Переживаю я, конечно, всегда так за тех, с кем катаюсь. Делай. Второй. Делай. Нормально вылетела и открылась, прям ноги разлетелись. Ну, вообще, надо не показывать вид, что уже не хочется докатывать. Надо обязательно докатывать, стараться. Просто часто спортсмены перестают стараться, и это очень заметно всем. У меня было. В плане прыжков нет, а в плане программы да. Прыжков нет, я всегда до последнего. Я там во второй половине четверные делала до последнего. Тусовка мне, кстати, очень нравится хорео. Очень интересно она перехватывает. Очень гибкая. В разные стороны гнется и интересно поставлена. У меня гормоны, я вместе с ними буду плакать. Мне очень жалко детей, когда они расстраиваются. Представительница города Москва София Зебка. Какой у них контакт с тренером прямо перед выходом? Мне кажется, я никогда так не слушала тренера внимательно. Я уже всегда сама в себе. Вообще удивительно. Подряд прыгала. А именно в другую сторону не получилось. Кстати, такое тоже бывает, что в одну сторону лучше получается, а в другую хуже. Поздравляю тебя с победой. Ты так много прыгала хороших тулупов на разминке. Вот что пошло не так во втором? Технически неверно зашла в прыжок. Наверное, нужно было поактивнее работать ногами. Ну, такая ошибка для меня достаточно стандартная, и я очень много над ней работаю во время тренировок. Нужно, видимо, работать еще, чтобы ее не совершать. А нет такого, что тебе в одну сторону удобнее прыгать, а в другую, менее удобно? Нет, мне абсолютно без разницы. Просто, наверное, второй тулуп для меня уже 3-й прыжок в программе, и все равно ноги на нем уже не такие свежие, как на первом. Как раз хотела спросить, почему второй тулуп стоит 3-м элементом, а не 2-м? Когда ставилась программа, рассчитывался в начале только 1 прыжок по прямой. И если я делаю 2 прыжка прямой подряд, то очень сильно страдает от этого рисунок программы, и поэтому мы решили так, чтобы было посимпатичнее, в общем, разбавить 2 тулупа Сальховым. Ты очень в сильном контакте с тренером прямо перед выступлением. Я вот каждый раз удивляюсь. Ты вот максимально вслушиваешься в слова, которые говорят, или это больше, как ритуал? Мне прям каких-то экстраординарных слов перед выступлением прямо не говорят того, что говорят на тренировке. То есть, в принципе, технические ошибки какие-то базовые, которые у меня часто возникают, мне про них напоминают перед выступлением, чтобы я не забывала во время проката. Я, наверное, в этот момент больше в себе даже. Вот. Оказывается, не только я так. Немножечко отойдем от темы. Посмотрите, какие длинные ресницы у нее. Я просто весь разговор смотрю на ресницы. Они очень длинные, очень красиво. Спасибо большое. Всех поздравляю.
Вот такими получились соревнования среди юниоров на первом этапе Гран-при России. Уверена, вам понравилось. С вами была Саша Трусова. Всем пока!